Здравствуйте, дорогие рукодельницы, подписчики и гости моего канала. Сегодня я вот расшиваю свою заготовку в технике Боро, которую в прошлом видео показывала. Здесь я вот уже кружочками постигала, но еще буду достегивать центр. И начала вот, очень удобно здесь вот по клеточкам одинаковые делать стежочки. Я сначала простегала обычными стежочками, теперь я делаю из них крестики из полосочек. Крестики такие не прям вот ровные. Здесь у меня тоже швейные нитки используются. Некоторые я в 2 нитки делаю, которые потоньше, а которые потолще ниточки, те в одну нитку просто шью. Я крестики доделала, те, которые хотела этим цветом. И теперь, так как у меня нитка осталась, я продолжаю кружочки вот эти вот. Ну, обычными совершенно стежками. Первый круг я провела, обвела баночку кругленькую. И потом вот обычными стежками продолжаю стегать по кругу. Стараюсь на одном и том же расстоянии друг от друга делать свои круги. Следующая нитка у меня, когда будет другого цвета, я ее возьму сюда, буду продолжать. Я сделала крестики. Здесь вот я контрастным цветом, темно-темно-синий, у меня такая черно-синяя нитка. Я продолжаю кружок свой, окружности свои вышивать. И я хотела показать вот момент, когда уже заканчивается, вот маленькие уже эти окружности, очень неудобно иголкой делать одинаковые стежки. Поэтому вот смотрите, я делаю, сейчас я поближе. Делаю прокол, вот я вижу какой, потом я делаю большой вот такой стежок, и потом я делаю стежок назад, чтобы у меня получился примерно такой же стежок, как и предыдущий. И так вот я буду и последующие все делать. Вот, но здесь уже вообще просто еще один стежок, наверное, и все. Круг готов. Дальше, посмотрите, я вот так вот простегала простыми стежками, но они у меня вот... Я стегала так, что там, где у одного ряда у меня пустота, у другого ряда стежок. И так вот поочередно я их делала. И теперь я буду их соединять. Мне надо как-то поудобнее, так чтобы и мне было удобно, и вам было видно. Вот я так вот нитку продеваю от одного стежка, от одного ряда, ушком лучше вперед, в другой ряд поочередно. И у меня получается вот такая вот как бы сеточка. Так-то простегано уже все, но хочется сделать посимпатичнее. Вот и здесь я просто протыкаю и рядышком вывожу иголку. Вот, и иду в следующий ряд. А я хотела напомнить тем, кто не подписан. Я посмотрела, у меня 80% зрителей, которые меня смотрят, они не подписаны. Подпишитесь, пожалуйста. Нажмите кнопку подписаться и не забывайте ставить лайки и писать комментарии. Я всегда их с удовольствием читаю и стараюсь на все отвечать. Вот и здесь протыкаю. И иду к следующему ряду. Такую сеточку не только в Боро можно использовать, мало ли где вам понадобится, в каком дизайне. Вот, ну и так продолжаю, пока вот у меня вот до сюда эта сеточка должна быть. В конце я просто решила вот вышить, как будто здесь вот эта сеточка заканчивается. Просто вот обычными стежками имитировать эту сетку, ячейки. Может быть и зря. Все равно точно так не получится. Но уж начала, закончу. Задняя сторона вся такая космическая получилась. Ну, я так поняла, что нужно как можно больше разных стежков делать. Вот здесь вот обметочный шов. Я просто нарисовала кривую и не одну. И делаю стежочки.
Очень удобно, когда клетчатая ткань, вот по маленьким клеточкам, смотрите, я крестики нашиваю. Конечно, это долго, кропотливо, но зато результат очень радует. Получается очень симпатично. Такая стежечка крестиками. И, ну, для разнообразия в любом случае интересно получается. Там, где у меня небольшие участки не простеганные оставались, я брала, просто вот делала вот такие вот цветочки, звездочки маленькие. И вот здесь вот я французский узел делаю, чтобы эти звездочки были не прямо вот одинокими. Мне показалось, что здесь вот хорошо подойдут вот эти французские узелочки для разнообразия. Я закончила расшивать свою заготовку в технике Бору. Но я даже не знаю, тут уже смесь Бору, сашико. Ну, все это японские стежочки. Я так поняла, что это все, вот это вот японское рукоделие, оно отличается именно вот тем, что совершенно элементарные стежки используются. Я бы даже сказала, что примитивные. Потому что, ну, здесь нет каких-то сложных элементов. Вот, совершенно простые стежочки, без всяких... Ну, единственное, конечно, это трудоемко получается, но все равно в результате, хоть и примитивные стежки используются, получается очень прям даже, да, я бы сказала, что прикольно. В результате здесь вот я цвета добавила, крестики, вот и голубые тут есть. И вот здесь вот застежка простыми стежочками, она переходит как-то одно в другое. Короче, мне понравилось. Получилось, я бы сказала, что вот эта стежка, благодаря тому, что цвета ниток я использовала те же самые, которые в полотне цвета есть в заплаточках, оно как-то все это объединило, все вместе в единый рисунок, какой-то невообразимо космический. Я даже сначала хотела делать себе новый чехольчик на планшет, но теперь мне как-то не хочется на планшет, хочется сумку. Дорогие друзья, я вот сшила сумку, как собиралась. Такая сумка-почтальонка. Я шила уже только маленькую, теперь сшила побольше. Она у меня на липучке. Внутри у меня здесь вот, ну, подкладка, молния, кармашек на молнии. Вот. И сзади я сделала вот такой вот джинс, ну, от джинсов карман вырезала, обработала косой бейкой, и получилась вот такая прикольная сумка на липучке. Ремень я просто сделала джинсовый, стропу пришила, по краям зигзагом обработала, стропу прямой строчкой пришила. По ширине она у меня 36 сантиметров. Дно у нее не широкое. Сейчас я вам скажу, сколько. 9 сантиметров дно. Получилось, по-моему, очень симпатично. Мне, по крайней мере, нравится. Такая босяцкая. Я называю этот стиль пленный немец. Вот я думаю, что она в этом стиле. По-моему, очень симпатично получилось. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.